Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Точный гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для каждого знака зодиака. Овны. Прогноз на эту неделю обещает Овнам прирост жизненных сил. Возможно, вы обнаружите информацию, которую можно будет использовать с расчетом на будущее. Перспективные договоренности, заключенные в этот период, будут на руку не только вам, но и второй стороне, что гарантирует взаимопонимание и прекрасное настроение. Единственное, что Овнов может слегка озадачить, это личная жизнь. Дорогие Овны, воздержитесь от условий в адрес своего партнера. Чтобы найти взаимовыгодные решения, не отказывайтесь идти на уступки. Лучшее ваше оружие – это юмор, в частности, умение посмеяться над собой. Телец. Неделя для тельцов окажется довольно насыщенной. Представителям вашего знака придется принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, помогать кому-то или нет. В веренице событий легко забыть о себе, но звезды все же предостерегают вас от подобного. Найдите свободное время, чтобы проверить свой организм на наличие неприятных симптомов и уделите внимание отдыху. В заключительный период недели тельцы заметят приятное оживление в личных делах. Научитесь читать между строк намеки, исходящие от лиц противоположного пола. Если вы давно хотели поставить эксперимент со стилем, сейчас для этого вполне подходящее время. Тем самым вы можете изменить свою жизнь. Близнецы. На этой неделе для близнецов будут приоритетным заботы семьи. При ближайшем рассмотрении станет понятно, что существует много дел, которые раньше вы почему-то не замечали. Хлопоты будут пережиматься с активным общением. Скорее всего, дистанционно, но близнецам все же придется участвовать в жизни других людей. Желание доказать свою значимость не оставит близнецов на протяжении всей недели. Следите за тем, чтобы эти старания не оказались напрасной тратой сил. Организму следует предоставить возможность для отдыха. Найдите себе время, чтобы вы могли отдохнуть и набраться сил для достижения успехов. Раки. На этой неделе у многих раков возникнет необходимость завершить дела, ранее отложенные до лучших времен. Ваши энергетические ресурсы будут достаточно высоки, поэтому нет смысла простаивать. Провести ближайшие дни с максимальной пользой значит организовать личное пространство, упорядочить свои мысли, укрепить отношения с близкими. К середине недели стабилизируется внутрисемейная обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить за семейным столом планы на будущее, решать другого рода вопросы, в которых ранее не удавалось прийти к общему мнению. Главное, не перестарайтесь в доказательстве своей правоты, иногда полезно пойти на уступки. Лев. Выжидательная позиция на этой неделе станет для львов разумным решением. Прежде чем вкладывать во что бы то ни было свою энергию и личное время, оцените возможные риски. До стабильности еще далеко, а значит, нет смысла выстраивать долгосрочные планы, живите текущим моментом. Ближе к концу недели львам удастся познать благоденствие. Возможно, это будет выражаться лишь в мелочах. Главное, вы перестанете терзаться внутренними сомнениями. Если проявится творческий порыв, не пытайтесь его гасить. Многие львы в этот период недели обратят взор в сторону чувств, и сейчас самое время дать толчок отношениям, которые по каким-либо причинам остановились в своем развитии. Дева. В начале этой недели девам будет полезно подвести финальную черту по тем, что уже пройдено. Изучите накопленный опыт, подумайте, что стало причиной ошибок. Определите, какие задачи для вас станут актуальными в ближайшее время, когда появится возможность повысить активность. Сейчас удачный момент, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться от вредной привычки. Расширение кругозора – еще одна из приоритетных задач, на которую стоит обратить внимание. К концу недели может проявиться грусть. Лучший способ ее устранить – юмор или общение. Посмотрите комедию, пригласите друзей на онлайн-вечеринку, позвоните знакомому, имеющему богатый багаж забавных историй. Весы. На этой неделе у весов ожидается избыток нетривиальных идей, не лишенных гениальности. Сосредоточьтесь на том, что можно сделать, не прибегая к помощи со стороны. Все, что намеритесь осуществить, вполне достижимо. Как бы то ни было, астрологическая обстановка этого периода до начала пятницы благоприятна для весов. В конце недели у многих весов может проявиться напряжение в общении с друзьями или родственниками. Вас постараются убедить в своей правоте или же станут преследовать с какими-то нравоучениями.
Лучший вариант поведения в этом случае сделать как минимум вид, что вы внимательно выслушали собеседника, и тогда вы обойдете все проблемы. Скорпион. Неделя для скорпионов пройдет преимущественно в светлых тонах. Не пытайтесь браться за несколько дел, есть риск не заметить какой-то нюанс. Возможно, вы в этот период неправильно истолкуете намерение близкого человека. Постарайтесь услышать пожелания и постарайтесь им соответствовать. Во второй половине недели у скорпионов ожидается разрешение одной из давних задач. Радость от такого события не должна лишать объективности. Прежде чем продолжать свой путь, закрепите успех. Что касается новых дел, они могут столкнуться с мелкими затруднениями, но при желании вы легко сможете их устранить. Стрельцы. Приятной и спокойной недели, когда стрельцы могут заняться собой и без спешки подумать. Уходить от реальности, погружаясь в мечты, все же не следует. Дорогие стрельцы, в начале недели у вас может появиться проблема выбора одного из нескольких вариантов. Решая задачу, следует опираться на накопленный опыт и в меньшей степени на интуицию. Астрологическая картина конца этой недели благоприятна для практических дел. Добавьте ярких красок в ведении быта. Проанализируйте на актуальность свой гардероб. У многих стрельцов проявится в этот период интерес к творчеству или искусству. А вот для проведения ответственных бесед сейчас не самый подходящий момент. Козерог. На этой неделе козерогам вряд ли удастся избежать лести и подхалимства. Ищите рациональные зерна во всем услышанном. Также попытайтесь понять истинные намерения собеседника. Не исключено, что в водовороте прозвучавших идей окажется та, которой удастся воспользоваться себе во благо. Чаще, дорогие козероги, применяйте нестандартный подход к решению стоящих перед вами задач. Он будет эффективен даже в делах, которые вы знаете от А до Я. Меньше рутины, больше полета фантазии. В конце недели у представителей вашего зодиакального знака заметно возрастет личное обаяние, что поможет в общении с лицами противоположного пола. Водолей. Водолеев ожидает неделя, на ход которой может повлиять негативно настроенный человек. Попробуйте поставить себя на место этой особы, и многое прояснится. Используйте знания из области психологии. Иногда следует промолчать, выгадать время и лишь затем предпринимать активные действия. В любовных делах у водолеев не исключено напряжение, которое пройдет тем быстрее, чем раньше вы согласитесь пойти на уступки. В большинстве жизненных сфер сейчас актуален принцип невмешательства в происходящее. Радость и гармония – это состояние вашей души, а не то, что вы получаете от внешнего мира. Займитесь медитацией, читайте аффирмации, которые помогут вам настроиться на позитив. Рыбы. Астрологическая обстановка этой недели не исключает интриг. Рыбам рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, особенно тот, что касается финансов. Уровень жизненных сил типичных представителей вашего знака зодиака будет расти. Самое время приступить к физическим тренировкам или запретить себе потакание вредной привычки. В личной жизни вам, дорогие рыбы, суждено заметить положительный перелом. Возможно, существенно потеплеют отношения со второй половинкой, исчезнут противоречия со старшим поколением или же порадуют дети. Избегайте на этой неделе острых и двусмысленных тем и не пытайтесь строить планы на опережение ситуации.